Алоха, друзья! Мы с Айной не придумали ничего лучше, как после Турции отправиться в Египет. И поехали мы практически сразу, не в какие-то там популярные курорты типа Шарм-эль-Шейха, а отправились в провинцию. Город, который находился рядом с Александрией, а точнее это была маленькая деревня. Почему именно туда, спросите вы? Ну а потому что мы узнали, что там будет дом для всех. Дом для всех – проект, главная идея которого заключается в том, что каждый человек может приехать туда и пожить там в каком-то общем пространстве с разными людьми. В основном это путешественники из разных стран. Конечно, в основном из России. Там было чем заняться, и я не так много снимал, да и в целом в Египте я снимал немного. Как-то больше я отдавал предпочтение реальной жизни, познакомился с разными ребятами, например, подружился с парнем из США, с которым много болтал и гулял. Но прошло какое-то время, и нам немного надоело. Мы решили поехать и посмотреть какие-то еще места. Мы отправились в городок, который является самым популярным у самих египтян. Почему? Да потому что большинство курортов, таких как Шарм-эль-Шейх или Хургада, ты просто так не подойдешь к пляжу. Все пляжи принадлежат отелям, и нужно заплатить, чтобы туда зайти. Представляете, какой бред? А здесь нет. Здесь свободно гуляй, купайся, делай что хочешь. Да и летом здесь не такая адская жара, как в Хургаде или в Шарм-эль-Шейхе и Каире, поэтому богатые египтяне приезжают сюда и живут здесь все лето. Ну, а, конечно, мы еще и поехали также в пустыню. Да не просто в пустыню, мы поехали в оазис. Оазис, который находится посреди пустыни. Сейчас в Египте зима, и на севере пустыни Сахара вовсе не жарко. Тепло. Но пустыня – место опасное. В любой момент может налететь дождь или ветер. И вот сейчас так и случилось. И мы с Айной просто укрылись в какой-то хижине из соломы. Какое-то укрытие. Нам повезло. Было реально очень холодно. И камера даже не передает того момента, что барханы начинали двигаться. И просто все как будто было в дымке. Как будто включили какое-то размытие. Песок просто летел прямо на нас. Это было нечто. Ну а если пройти несколько километров, ты увидишь сам оазис. Вы не представляете, просто пустыня, в которой нет ничего. А там бац и пальмы. Пальмы, озера. Все живое и зеленое. Интересное место на самом деле. Как всегда, мы добрались туда без какого-либо плана. Мы просто решили туда приехать и на месте разобраться. Что мы увидели там, это было очень забавно. Много детей, которые работают наравне со взрослыми, ездят, занимаются какими-то делами. Вот даже малыш просто тащит баллон. Здесь не так много автомобилей, в основном это какие-то ослики с телегами или трициклы. Машины встречаются гораздо реже, чем они могли бы встречаться. Ну, понятное дело, цены, да и люди здесь не такие богатые. Хотя вокруг сплошные пальмовые рощи. Здесь выращивают финики. Вы никогда не пробовали финики? Они просто обалденные. Здесь одни из самых лучших фиников во всем Египте. И продаются они в каждом магазине. Вы можете купить сушеные, сырые, разные финики. Но помимо этого, сам городок еще сохранил в себе старые традиции и старый вид. Он выглядит весьма интересно со своими глинобитными домами. Мы даже забрели в библиотеку, где в самой библиотеке еще есть маленький музей с разными интересными фотографиями и книгами. Было интересно, ведь вообще какое-либо культурное место здесь в Египте – это удивительно. А владелец был итальянец. Неудивительно. Египет. Пальмы. Вы заметили, что я стал снимать намного более плавно? Нет, это не потому, что мои руки стали более ровные. Все потому, что я купил новую камеру. И в какой-то момент я решил, что почему бы мне не использовать мою технику и мои умения, чтобы как-то путешествовать с большим комфортом. Я решил по совету одного из блогеров в интернете
делать какие-то видео для отелей, хостелов, ресторанов, чтобы получать от них что-то в свою выгоду. И я создал в том отеле, в котором мы жили, видео об этом самом месте, чтобы потом показывать его как портфолио. По-моему, идея интересная получилась, кстати, тоже, по-моему, достаточно неплохо. Место отличное, и мне было интересно что-то создать, снять. Да и к тому же, каждое утро мы на самом деле ели вот в этом прекрасном саду, чилили на этих подушках и просто получали удовольствие под вот этими пальмами в этом отеле. Это не реклама. Провели мы здесь достаточно недолго, дня 4, наверное, просто бродя по всем этим пальмовым рощам, тропиночкам, просто сидя у костра, наблюдая, как живут местные. А у костра мы сидели достаточно часто, ведь было прохладно. А сюда мы пришли просто посмотреть закат, потому что здесь, представьте, пустыня, есть еще и озера, где можно просто посидеть прямо на берегу и посмотреть сквозь пальму прямо на заходящее солнце. А когда жарко, наверное, еще круче. А сейчас холодно, поэтому мы часто сидим прямо с местными у костра, грея свои озябшие руки. В Египте, в оазисе, посреди пустыни, мы сидим у костра и греемся. Not hot? Because every day here. Nice. Этот парень-бедуин говорит, что ему не горячо брать угли, ведь он каждый день здесь жжет костер, и он уже привык. Говорит, что может даже съесть этот уголь. Ну, конечно, это шутка. Мы напросились к ним посмотреть закат еще в другом месте. И поехали куда-то. Не знаю куда. Да неважно. Главное, это куда-то идти и ехать. И смотреть замечательный закат. Добра вам.